Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Ваше ближайшее будущее. События ближайших дней. Таро на неделю со 2 по 8 сентября. Давайте узнаем в нашем еженедельном прогнозе советы от карт. Конечно, будем реалистами, всегда об этом говорю. Любой расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но посмотреть определенно стоит, потому что хотя бы наша жизнь не бывает полностью предсказуема. И когда мы смотрим Таро расклады, мы можем предположить, а что будет, если вот я-то распланировала одно, а оно пойдет как-то не так, мои действия. Ну или какой-то пазл у вас сложится. Я же вас хочу пригласить на свой сайт, посмотреть другие видео. И я оставлю ссылки в описании под видео, как и для перехода к статьям сайта, так и к другим плейлистам, где вы найдете и для своего знака зодиака, или найдете по своему асценденту, может быть, вы посмотрите видео. Мы же с вами идем вперед. У нас сегодня две колоды, как поддержки патронажа ангелов, так и Дорин Верча. «Спроси у ангелов». Мы достанем одну карту совет в конце. Итак, зададим наши традиционные вопросы. И первое, что важно знать, или сфера жизни, чем придется заниматься на неделе, как видят карты. Что же для овнов важно знать? Чего не избежать или возможной неожиданности? Чему сейчас не время или что вам может помешать? А что вам будет помогать, что вас будет радовать, что для вас будет в плюс? Что скрыто? И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес, документы, учеба, у кого что. Энергия денег на неделю. Личная жизнь. И сразу на колоде «Спроси у ангелов». Вот давайте достанем карту, которую откроем в конце. Пусть это будет как совет. Что же для вас будет важно? Вообще это вам не очень свойственно, но кто знает, может быть, есть какой-то вопрос, к которому вы никак не можете приступить. Как раз прокрастинация проходит по семерке воды. В этой колоде нам изображена витрина такая, запылилась слегка, и все, мы никак эту дверцу не можем открыть. Или пыль смахнуть, или выбрать этот кубок. К чему-то не можем приступить. Может быть, да, в нашей жизни бывает для всех знаков зодиака. Ну, вроде бы мы все и решительные, но есть один как заноза, какой-то момент, который глаза в эту сторону не смотрят, и думать даже не хочется. Хочется чем-то позитивным заняться. А тем не менее, порядок какой-то в своей жизни нужно навести. Вот об этом говорит карта. Не должно быть чего-то замшелого, застарелого, или то, что ждет своего часа, может быть, давно. И здесь у каждого какая-то своя идея, цель, задумка. Может быть, это и цель всей жизни, а вы все думаете, сейчас не время, я отложу на потом. И в этой карте конкретно и проходит, что слишком долгое ожидание. Ты как будто или анализируешь слишком долго что-то, или долго делаешь свой выбор, или сама по себе прокрастинация, конкретно так прописано. Итак, неожиданности, возможное, важное решение. И, как ни странно, по этой карте идет вдохновение. Так и прописано, «Испирационы». Это вот как канал Таро Испирационы, Таро Вдохновение. Хотя нам показан мальчик, который волочет за собой меч. Он уже сложил этот меч. Он сказал, да ну его. И на заднем плане ангел. Мы могли с чем-то словно бороться, сопротивляться. Вот теперь мы складываем оружие. Что-то не имеет значения. Туз мечей. Мы находим выход из какой-то ситуации. И мы что-то, возможно, оставим. Кто знает, может быть, вот открыв эту витрину, вы вообще ее очистите, вытрете пыль и скажете, нет, все, на этом все закончится. И что-то начнется в совершенно новом контексте. Хотя сама по себе карта именно в этой колоде предполагает нашу коммуникацию, какие-то контакты, какие-то важные решения, вот чего не избежать. Конечно, по тузу мечей это может быть и новость, или какой-то ваш важный выбор,
или выбор. И, по сути, вывод или выбор. Нам выбор уже прописан по 7 воды в первой карте. Поэтому с чем-то вам придется определяться, мои дорогие овны, и от этого будет зависеть какая-то принципиальная последовательность или организация вашей жизни. Чему сейчас не время сделать этот выбор, нужно, ну, так хладнокровно, рационально, на что-то решиться, я бы сказала так. Чему сейчас не время? Это король воды или король кубков. Это карта любящего человека. Это те люди, которые готовы к нам прийти на помощь. Это те люди, которые готовы взять за нас ответственность. С одной стороны, нам сказали, есть тот вопрос, который должен решить ты сам, не кто-то другой. С другой стороны, где-то карта может и говорить, подожди давать или обещать кому-то, что как свою помощь, или что ты включишься в решение того или иного вопроса. Ты у себя в жизни что-то должен расставить по местам. Давайте посмотрим, что же помогает. Вторит как раз вот этим первым двум картам. Вообще, можно сказать, король воды – это некоторый релакс. Это когда мы чувствуем комфортно себя, когда все хорошо. Так вот, не время искать комфорт, может быть, даже, ну, душевный, хотя это очень хорошее качество. Но, может быть, карта нам хочет сказать, пока ты что-то не расставишь по местам, у тебя все равно этого душевного комфорта не будет. Есть какая-то данность, которая тебя будет все время возвращать назад. Или какой-то нерешенный вопрос. Вот тебе его надо с ним разобраться. И потом идти дальше. И где-то об этом 7 мечей или 7 воздуха нам говорит, обратите внимание, и, как ни странно, это помогает. Может быть, у кого-то был конфликт. Или была какая-то ситуация, которую тоже нужно прояснить. Здесь не то, что мы ушли с полдороги и оставили без внимания что-то. Либо в отношениях, либо какой-то по работе, какую-то задачу, вопрос. Может быть, ушли, хлопнув дверью. Не договорили что-то или кого-то не дослушали. Тем не менее, нам о чем говорит. И это помогает. Когда мы где-то признаем свои отчасти ошибки. У нас мальчик показан, который... Почему-то у него 5 яблок, а у девочки в корзинке 2. И девочка вот так одиноко свернулась калачиком на скамейке и заснула. Явно у них была дружба, и на заднем плане нам показан ангел. Была какая-то дружба, но они поссорились. Мальчик повел себя не очень красиво. Называют эту карту еще 7 мечей, карта вора, хотя нигде не прописано. Но вот как раз что-то подобное прорисовано на этой карте. Видимо, какой-то момент был соблазн. Забрал мальчик себе эти яблоки, но прошло время, и он понял, елки-палки, а дружбы-то нет. А дружба-то дороже яблок. То есть какие-то запоздалые выводы он сделал, но девочка не настроена на то, чтобы мириться. Она как воин спит, и рядом меч. Только воины так, рядом с собой кладут оружие. Пусть она маленькая, но она всем видом показывает, что возврата к прошлому нет. С одной стороны, мы по этой карте можем еще найти какое-то взаимопонимание. И ангел ведь благословляет признать какие-то ошибки. И опять же, может быть, не настаивать на своем. Не допустить, что мы были в чем-то неправы. И если необходимо сделать какой-то важный разговор, то тогда, ну, мы можем сказать, не обязательно там рассыпаться в извинениях, а сказать, я вот в этом пункте был неправ, определенно стоит. Или, то есть вы, мои дорогие овны, у нас 2 персонажа, вы можете находиться как с позиции вот этой девочки, так и с позиции мальчика. И насколько вы будете жесткие, бескомпромиссны. А в жизни у нас так и бывает, что те люди, с которыми мы ушли, не договорив, они словно появляются вновь в нашей жизни, и мы вынуждены с ними все равно контактировать. Поэтому вот устранить какие-то недоговоренности, недопонимания – или, с другой стороны, все-таки быть настороже. Все зависит от того, мои дорогие овны,
каком контексте у вас вопрос, но определенно есть какая-то как диспропорция. То есть нарушены либо были обещания, либо кто-то поступил некрасиво в отношении вас, либо кто-то и на вас мог обидеться тоже. Перекладывайте на себя. Вот не должно быть какой-то, может быть, конфронтации. И для кого-то это возможно. Чему сейчас не время, любящий человек. Так вот, опять же, эта карта может говорить о том, что если человек действительно вас любит, а вы видели свою точку зрения, вы настаивали где-то на своем, вас могли не понять, не потому что кто-то хочет вам сделать плохое, а вас могли не понять, потому что мы все разные, и у каждого своя точка зрения, и мы никого не должны воспитывать. Мы никого не должны подстраивать под свой лад. Иначе это называется, конечно, манипулирование. Все люди, правда, манипулируют, но с особо близкими людьми здесь вопрос должен решаться как-то обоюдно, откровенно или с большим доверием, с какой-то верностью или, по крайней мере, по-честному. Вот какая-то честность, она должна восторжествовать, особенно в тех отношениях, где есть что сохранять. Допустите, наверное, что могла быть какая-то оплошность сделана либо вами, либо кем-то еще. Но если это те отношения, где вас, опять же, вот какая-то старая витрина, какой-то замыленный уже надоедливый сценарий повторяется в 1500 раз, то тогда, может быть, есть смысл сделать уже какой-то выбор. Сложить оружие, уйти и в каком-то новом направлении уже двигаться и смотреть. Решайте, вот что-то у вас здесь очень важное. Хотя я должна сказать планетарно на сентябрь, у меня есть именно планетарный гороскоп. Ссылку я оставлю, как уже говорила, под видео. Насколько я помню, там, по-моему, тоже что-то подобное звучит, чтобы, если стоит сохранять отношения, то есть могла быть какая-то недоговоренность или недопонимание, то лучше будет, если устранить или смягчить какие-то острые углы. Не разрушить, а сначала перепроверить, по крайней мере, есть смысл сохранять или нет. Переложите на себя. Что скрыто? Десятка жезлов или десятка огня в этой колоде карт. Это какая-то усталость, никто ничего не скрывает. Это ваше состояние души такое, что как стресс. Может быть, у кого-то, опять же, по-разному. Либо конфликт какой-то вызвал у вас внутренний стресс, либо когда усталость от того, что, опять же, сценарий повторяется в очередной раз, и тогда выйти из этого застарелого сценария. И, кстати, Хирон вплоть до 2027 года находится в вашем знаке Хирон. Это, да, ну, даже не планета, но назовем это планетой. И у меня есть и статья по Хирону. Так, это как символ израненного целителя или выход из повторяющегося сценария. И он в вашем знаке, он для вас, вы для себя точнее, должны проложить какую-то совершенно новую траекторию. Есть какой-то пункт, и не только в вашей жизни, просто вы это чувствуете наиболее остро, поскольку именно ваш знак с Хироном взаимодействует, но это на каждого из нас влияет. И мы все делаем какие-то правильные выводы в этот период для того, чтобы выйти из каких-то оков надоевших, уже повторяющихся событий. То есть вот те ошибки, которые мы делали в прошлом, мы их не должны снова и снова повторять. Иначе пространство, пока мы не сдадим, грубо говоря, этот экзамен жизненный, нам будет без конца преподносить вот эти экзамены, уроки. А зачем это нужно? С чем-то вы должны определиться. Дела, работа, бизнес, учеба. Еще у нас один туз, и это туз огня. И здесь это какая-то возможность. Есть тут такой момент и ваше творчество, когда вы что-то создаете, и ваши действия. То есть сначала мы что-то обдумываем, потом мы составляем себе план, и потом только действуем. В этой колоде есть последовательность по тузу огня. Если в других колодах больше импульс, то здесь нет. Именно продуманные действия. Вот поэтому не должно быть что-то в попыхах. Но, в принципе, это в первую очередь возможности.
Финансы. Карта Солнца. И, в общем-то, по финансам у вас прекрасный период. У вас, насколько я помню, по сентябрю планетарный гороскоп, у вас удачный период, хотя он неоднозначный весь месяц сентябрь. Не бывает. Весь месяц, ну, как-то так безоблачно. Есть дни, которые большим плюсом, есть и те, которые с большим минусом. Но так в целом для вашего знака зодиака по финансам-то тоже должно быть неплохо. И у вас выпадает карта Солнца на первую неделю сентября. И это карта успеха, каких-то важных решений, энтузиазма в первую очередь, наверное. Вот это все то, что я говорила по тузу огня. И одна карта дополняет другую. Есть взаимосвязь между откуда приходят деньги или ваша работа. Что-то продуктивно, одним словом, у вас получается осуществить. И буквально на последующий долгий период времени, потому что по карте Солнца у нас еще выбор правильного направления. Пусть не в этой колоде, но тем не менее, когда Солнце выпадает, это как светило, это мы рассчитываем как минимум, 6 месяцев. Может быть, как закладываются в эту неделю какие-то важные ваши свершения на последующий период. И вы не можете быть небрежны. Вы что-то действительно должны расставить по местам. У кого-то подобная ситуация, которую мы обрисовывали, может быть, по работе. И чему тогда сейчас не время? Ну, тогда не время где-то расслабиться. Не время думать, что какой-то вопрос сам решится. Или кто-то вам, проявит сочувствие или поможет нейтрализовать какой-то конфликт. Может быть и так. Правда, рационализм, он присутствует от начала до конца на этой неделе. И все зависит от того, в чем вот был какой-то либо спор, или в чем вы должны сделать вывод или выбор. Личная жизнь. По сути, ваша карта – король огня, карта харизматичного лидера. И все то, что у нас выпадало, в принципе, во всем раскладе, но и особенно дела, работа, бизнес и деньги – это ваше какое-то будет важное решение. И по этой карте, безусловно, идет как новое какое-то решение. Или, может быть, по части личной жизни вы будете что-то продумывать в некотором другом контексте. Но все же жезлы – это дела, работа, бизнес и деньги. И поэтому я могу предположить, что у кого-то может быть вопросы, связанные с документами или какими-то важными решениями, согласованиями. Они вам не дают возможность расслабиться, правда. Какой-то вопрос должен быть решен, мы уже говорили об этом с вами, иначе эта прокрастинация, она будет повторяться. Может быть, нам вот почему выпадает король воды, чему сейчас не время, и карты, мы говорим, напоминают, ты пока какой-то вопрос не решишь, он будет тебе, как заезженная пластинка, все время себе напоминать. Расставьте все по местам и двигайтесь дальше. Давайте посмотрим карту совет. Нам говорят 1 год от сегодняшнего дня. Или от сегодняшней недели. Воспримите это так. Значит, существует какой-то определенный срок, словно вам нужно либо продержаться, либо то, что вы решите на этой неделе, будет для вас очень важно, не просто в течение полугода, как я уже сказала, а на последующий год. Или, кто знает, может быть, с учетом карты короля жезлов или короля огня, это будут какие-то новые свершения, возможности, инновации или новые, как переход на новый уровень отношений. И вполне вероятно, эти отношения будут важны в течение года для вас, овны. Или в любом случае, первая карта у нас выпадает в выбора семерка воды. И тот выбор, который вы сделаете на этой неделе, каким-то образом все равно будет проигрываться в течение года. Или люди, с которыми вам придется взаимодействовать. Кстати, с кем была ссора, мы говорили, что пространство нам повторяет один и тот же урок. Так вот, есть, с одной стороны, возможность определиться с тем человеком, с кем придется контактировать, чтобы контакты было проще осуществлять, как минимум на год. И, может быть, от этого будут деньги зависеть буквально на ближайшие 6 месяцев. Или есть такой человек, который, если вы
опять же, что-то оставите на потом, не откроете вот эту витрину, то в течение года какая-то, ну, заезженная пластинка может тоже повториться. Поэтому будьте внимательны, я бы сказала так, именно к этой неделе. Возможности есть. Карта Солнца, туз жезлов или туз огня, король жезлов, ваша тоже где-то карта, но без важного решения как будто неправильное направление может быть выбрано, но и не должно быть никакого конфликта. Поэтому либо вы выходите из этого конфликта, либо вы его решаете, и какой-то нейтралитет вы должны установить для самих себя в первую очередь, чтобы не было острых углов или препятствий. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.